Привет, дорогие зрители, друзья, подписчики моего канала. С вами юрист Валерий Табаков. Опять видео по поводу дела Фарион. По поводу обвинения в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, молодого парня, которого уже больше года держат в СИЗО по этому надуманному обвинению. Сегодня 18 декабря 2025 года. Я записываю специально для вас более или менее подробный, глубокий разбор последних доказательств стороны обвинения. Мы поговорим о адерологической экспертизе, о ДНК экспертизе, о лавке и стуле во дворе дома на Масарика 3, обо всех этих 99,9996%, которые сторона обвинения пытается выдать за железобетонные улики. Это видео достаточно объемное, потому что правда, она не терпит спешки. А ложь обвинения нужно разбирать детально, что называется, по косточкам. В деталях кроется демон. Сейчас мы хотим справедливости. И если вы сомневаетесь в ее присутствии в этой политизированной истории судебного разбирательства, досматривайте это видео до конца. Я обещаю вам шок, сенсацию, которую вы еще ни разу не слышали. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь, обязательно донатьте, хоть чуть-чуть. Давайте разбираться вместе, почему позиция обвинения – это сплошные дыры, манипуляции и нарушения. Контекст для тех, кто присоединяется. 19 июля 2024 года во Львове убивают Ирину Фарион. Выстрел в голову во дворе дома на улице Масарика 3. Через неделю задерживают 18-летнего Вячеслава Зинченко из Днепра. Обвинение строит версию, якобы он приехал во Львов, неделями сидел во дворе, на лавке или на стуле, наблюдая за жертвой, маскируясь под отдыхающего в панамке и велоочках. Мотив – личная неприязнь или даже национальная нетерпимость. Дело тянется уже 1,5 года, переквалификации, продления ареста, десятки заседаний в Шевченковском суде Львова. В 2025 году новые старые сенсации. Адерологическая экспертиза с допросом эксперта Мандрика с почти 100% совпадением запаха на лавке с запахом Зинченко. Но также не забудем и ДНК-экспертизу, которая показала, что ДНК Зинченко также найдена на стуле. Но, друзья, внимательно к этому относитесь. Давайте разбираться, почему эта адерология и генетическая ДНК-экспертиза стула с совпадением по Зинченко – это не доказательство, а фарс. Начинаем с главного козыря обвинения. Смешно даже считать это козырем, но так вот, с сарказмом назовем. Главного козыря обвинения адерологической экспертизы. Она же звучит 99,9996%. Совпадение с запахом Зинченко.
Недавно, 16 декабря 2025 года, в суде допросили эксперта Виталия Мандрика, и он заявил, что 3 собаки подтвердили совпадение запаха Зинченко с образцами с лавки на 99,9% или даже 99,9996%, как они любят все округлять для большего драматизма. Запах якобы по всей лавке снимался с 4 точек. С краев и с точек по центру, поближе между центрами и краем. Итого 4 точки. Обвинение рисует картину. Зинченко как бы ерзал задницей по всей лавке часами, днями и неделями. Очень странно. Звучит страшновато. Сидит чудак в панамке, в очках, в кофте и ерзает своей задницей по всей лавке. Но это круто, да? Это же полнейший бред. И вот почему я это утверждаю, как юрист. Во-первых, что такое одорология вообще? Это метод 1950-х годов, где запахи нюхают специально обученные собаки. В Украине его используют, но в цивилизованном мире США, ЕС, Великобритания одорологию не признают как самостоятельное доказательство. Почему? Потому что это субъективно. И субъективно до предела. Собаки не приборы, они реагируют на настроение кинолога, на загрязнение, на условия хранения. Эксперт Мандрик сам признает, вероятность – это его оценка на основе статистики. А статистика ошибки собак в реальных делах до 30-40%. Вдумайтесь. Вспомните случаи в Европе, где из-за одорологии сажали невиновных, а потом оправдывали по ДНК. Во-вторых, условия сбора образцов – это сплошнейшее нарушение. Лавка во дворе многоквартирного дома – это же общественное место. Там ежедневно десятки людей, дети, животные, дождь, ветер, жара июля 2024 года, плюс 30 градусов. Запахи испаряются за часы, максимум сутки. Образцы брали 20 июля, через день после убийства. Как запах мог сохраниться и быть равномерным по всей лавке? Это неестественно, друзья. Если человек сидит долго, запах концентрируется в одном месте, а не размазан по всей лавке идеально. Такое распределение больше похоже на искусственный перенос. Кто-то помог экспертизе, нанеся запах вручную. Защита неоднократно заявляла о фальсификации протокола осмотра места преступления, отсутствие понятых при сборе, видеоосмотра с несоответствиями, температура на видео не совпадает с метеоданными, одежда понятых не по погоде. Суд игнорирует ходатайство защиты на экспертизу этого видео. И в-третьих, почему запах только на лавке? Если Зинченко якобы наблюдал
10 дней, где запах на земле, на траве, на других объектах двора. Почему не на одежде, не в съемной квартире? Избранные доказательства – это классика, подтасовки. А свидетели? В декабре 2025 допросили соседей. Одна женщина прямо сказала, Зинченко не похож на того парня на лавке. Другая – то же самое. Опознание провалено. Даже тайный свидетель в октябре под охраной анонимно утверждает, что якобы видел Зинченко с насосом для велосипеда в руках, но его показания оспариваются, даже осмеивается. Обвинение цепляется за собак, потому что реальных улик у обвинения нет. Переходим к стулу. Это вообще вендетта, друзья. Стулу номер 1. Здесь обвинение полностью запуталось и само себя опровергло. Они утверждают, на стуле найдена ДНК Зинченко, на стуле номер 1. Но только с 3-й попытки. Первые 2 экспертизы – 0. Никакой ДНК Зинченко нету. И вдруг 3-я экспертиза обнаруживает ДНК. Микроследы. Мало того, 3-й этап, 3-я попытка экспертизы ДНК обнаруживает ДНК Зинченко, но адерологическая экспертиза на этом же стуле запаха Зинченко не находит. 0. Понятно, друзья? То есть на лавке запах есть, но ДНК нету. А на стуле ДНК есть, а запаха нет. Как это объяснить? Наверное, прокурор не сможет это сделать вразумительным образом со своим прекрасным владением украинским языком. ДНК – это золотой стандарт, скажут они, но не перенос ДНК от касания. Это самые ненадежные следы. Они переносятся вторично, через рукопожатие, через следователя, через загрязнение в лаборатории, нарушение цепочки хранения. В криминалистике до 50% таких находок, в кавычках, ложноположительные из-за контаминации. 3-я попытка, с которой обнаружена ДНК, это значит, что первые 2 были чистыми, а 3-ю просто взяли и доделали под нужный результат. Возможно, ингибиторы в пробе, ошибки оборудования или намеренное загрязнение. Защита требует независимую экспертизу в другой лаборатории, возможно, зарубежной, но получает отказ. А что касательно отсутствия запаха на стуле, на котором найдена ДНК? Обвинение бормочет. Разные методы. Адерология – это одно, генетическая ДНК-экспертиза – это другое. Абсурд. Если человек сидел, под кожей феромоны оставляют запах сильнее, чем микроследы ДНК. Условия одинаковы. Стул и лавка в одном дворе. Запах на лавке идеальный, а на стуле запаха нет. Но ДНК есть на стуле, и только после 3-й попытки. Это не совпадение, друзья, между 2 экспертизами. Это противоречие.
Если контакт был длительный, запах должен быть везде. Если краткий, ДНК не должна появиться магическим образом с третьей попытки. Это явно указывает на либо подлог, либо случайный перенос ДНК, поскольку стула касались многие. Либо это указывает на то, что Зинченко вообще не сидел ни на лавке, ни на стуле. Теперь смотрим на цепочку. Видео с камер. Защита доказывает, что на кадрах разные люди. В мае-июне 2025 в суде смотрели записи. Одновременно на этих видео два Зинченко. Несоответствие в росте, в походке, в одежде. Портретная экспертиза. Субъективно. С 35% открытого лица. Также субъективна и одерология. Свидетели покупок панамки. Панамка не опознавалась. Соответствует ли купленная панамка той, в которой сидел ряженый во дворе на Масарика 3? 10 дней слежки. Но, друзья, ни волос, ни слюны, ни отпечатков от такого 10-дневного пребывания. Телефон Зинченко, там мемы, картинки, но ничего, которое свидетельствует о прямом мотиве. Переквалификация состоялась в декабре 2024 на национальную нетерпимость. Часть 2 статьи 115. Это чистая политика. Для того просто, чтобы дело не развалилось. Мотив. Обвинение лепит неприязнь к языковой позиции, но Зинченко, друзья, патриот. Отец его служит в ВСУ. Сам Зинченко хотел на фронт. Поэтому доказательств реального мотива нет. Альтернативные версии. Возможно, мотив был у личных врагов Фарион или у политических оппонентов. Но эти альтернативные версии проигнорированы. Нарушение процедур везде. Сбор улик без понятых. Изменение протоколов. Давление на свидетелей. В августе 2025 были признания Зинченко сокамерником, но он заявляет, что опять же это была провокация, это было давление, это были угрозы, даже угрозы убийства. Это классика провокаций, друзья. То, что мы наблюдаем в Шевченковском суде города Львова по делу Фарион, это не правосудие, это заказное дело для удобного подозреваемого, молодого из пророссийского региона, по их версии. Вячеслав невиновен, здоровье его подорвано годом в СИЗО. Его сторонники борются, подают ходатайства, заявления, апелляции, требуют полной, независимой проверки всех, без исключения экспертиз. Поддержите нас, друзья, поделитесь видео, напишите «Свободу Вячеславу Зинченко». Следите за каналом, скоро новые разборы. Возможно, с гостями-экспертами. Правда, на нашей стороне, и она победит. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был юрист Валерий Табаков. До встречи на следующих заседаниях и видео.